Всем привет! Сегодня у меня на обзоре довольно интересные проводные наушники Zigat Sina, которые в своих корпусах имеют в общей сложности аж целых 10 драйверов в гибридной связке. В каждом наушнике установлено по одному 10-мм динамику плюс 4 арматуры. Итого на корпус получается по 5 излучателей. И вот если с динамическими по классике жанра все понятно, они призваны отвечать за низкочастотную составляющую, то у арматурной линейки имеется и свое собственное разделение. Два излучателя отвечают за середину и верхние частоты, а еще два занимаются исключительно сверхвысоким отрезком частотной кривой. Таким образом, подобная связка охватывает практически весь спектр частот, позволяя услышать более детализированную картину и отдельные музыкальные тонкости. Но что на этот раз меня удивило больше всего, так это размер корпусов самих наушников. Признаюсь честно, такого я не ожидал. При всей имеющейся в них начинке, внешне они не выглядят не только громоздкими, а могут даже с легкостью потягаться в габаритных соревнованиях с однодрайверными моделями. Вообще, если не вдаваться в технические особенности и просто визуально оценить модель, то не зная всех моментов, наушники можно с легкостью перепутать с бюджетным сегментом. Упаковка максимально простая, комплектация самая обычная. Без огромных помпезных коробок, кожаных чехлов и обилия амбушюр разного калибра и качества материалов. Тем не менее, в комплекте с наушниками положили, наверное, самое важное. Здесь сразу же идет родной хороший провод, который менять не придется. Коннекторы стандартные двухпиновые 0,78 мм, мини-джек 3,5 мм прямой с металлическим корпусом. Сам провод умеренно гибкий и облачен в довольно твердое покрытие, так что спутываться сильно не должен. Наушники же в свою очередь выполнены из однородного полимера, никаких металлических частей сюда внедрять не стали. Производитель сделал упор на легкость и компактность, как будто бы знал, что надев однажды эти наушники, их не захочется снимать очень длительное время. Оттого здесь продумали не только момент по весу, но и всю эргономику в целом. Формат визуально почти не отличается от классических внутриканалок, но за счет довольно добротных комплектных насадок наушники сидят в ушах как влитые. Таким образом, из имеющегося комплекта я бы вообще не стал ничего менять. Непосредственно данные наушники можно доставать из коробки и сразу слушать без лишней суеты. Номинальная мощность 5 мВт на канал, чувствительность 107 дБ, а импеданс составляет 32 Ома. Диапазон поддерживаемых частот стандартный, от 20 до 20 тысяч Гц. Если же говорить непосредственно о звуке, то перед нами отличный пример добротного, околомониторного и сверхдетализированного звучания, с присущим ему умеренным, но объемным басом, без лишних приукрас и раздутой сабвуферности. Наушники официально не имеют сертификации HRS, но звук из них выходит однозначно высококачественный. Многие конкуренты, прошедшие данную процедуру, в некоторых моментах даже уступают Sina по части звучания. Мид-бас обширный, с хорошим заходом в официальный среднечастотный диапазон, без резких скачков и провалов. В этом регистре звук очень мелодичный и насыщенный. Перед нами предстает сцена с хорошей шириной и достаточной глубиной. При этом во время прослушивания музыки ты как будто бы оказываешься участником всего перформанса, находясь в гуще всех происходящих событий. Очень реалистичная подача звука сильно подкупает, заставляя залипать на отдельных моментах. Особенно это очень хорошо чувствуется в инструментальных композициях различной сложности, от простых баллад до оркестровых концертов. Но и разумеется, работа отдельных излучателей на высокочастотном отрезке также очень заметна. Именно она привносит свой неоценимый вклад в общее восприятие от всего услышанного, во всю эту реалистичность происходящего. Эти маленькие арматурки наделяют музыку яркими акцентами и очень интересными деталями. При этом они ни в коем случае не пытаются взять верх над всеми остальными и высверливать мозг неприятными сибилянтами. Мелодичный баланс слышно сразу, с первых же секунд, даже без каких-либо процессов прогрева или сторонней эквализации. Приятное детализированное звучание понравится очень многим ценителям хорошего и качественного звука, в особенности любителям гибридных связок. Тем более, что и к источнику здесь каких-то особых требований нет. Лично я тестировал данные наушники на своем среднебюджетном плеере Hibi R3 Pro Cyber и, поигравшись с настройками местных эквалайзеров, понял лишь одно: дополнительная обработка звучания Zigat Sina лично мне не требуется. И вот в случае с данными наушниками получается интересная картина, где за каждый отрезок частотного регистра отвечает свой отдельный мини-источник, и при этом как такового разделения или же границ при прослушивании музыки ты не слышишь. Все звучит ровно, будто одно целое. Это как хороший ансамбль, где каждый участник дополняет друг друга. В общем, звучание Zigat Sina мне понравилось
понравилось очень. Детализация звука здесь определенно первостепенна, однако и про мелодичную подачу при настройке постарались не забыть. Наушники имеют хороший баланс как для тонких ценителей high-res звучания, так и для любителей внятной и реалистичной подачи. Модель получилась очень интересной, красивой по звучанию и очень удобной. Рекомендую присмотреться. Я же на этой прекрасной ноте, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео. Лайк, подписка по желанию и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.